А перед тем, как начать наш выпуск, настоятельно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, в котором мы публикуем самые свежие новости из мира спорта и бокса, а также оповещаем вас о выходе новых видео на канале. Будь первым, кто увидит выпуск. Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благосостоянии наших семей и не зная, насколько сложно нам придется. Восторженный крик публики, завораживающие бои, наполненные жесткостью, зрелищем и незабываемыми эмоциями. Бои, которые заставляют нас с нетерпением ждать их продолжения вновь и вновь. На протяжении уже нескольких веков, эволюционируя в различные виды спорта. Но что по-вашему бокс, друзья? Как и любой вид спорта, бокс — это опасный спорт, в котором есть вероятность получить различного рода травмы и увечий. В истории бокса, в том числе и в современной, существует множество примеров ужасных случаев, повлиявших на судьбы бойцов. Настоящие драмы, которые произошли в жизни легендарных чемпионов. Драмы, которые не только шокировали мир, но и вошли в историю бокса как самые трагические события, о которых хочется вспоминать все реже и реже. Сегодня я предлагаю вам вспомнить и поговорить о некоторых из них, которые действительно достойны памяти. Добро пожаловать снова на канал На Связи, жмите на лайк, подписывайтесь и включайте уведомления, если еще этого не сделали. Ведь сейчас мы поговорим об ужасных случаях в жизни боксеров, после которых они стали инвалидами. Желание всегда быть первым и побеждать может сыграть с нами злую шутку, не всегда заканчивающуюся положительным исходом. И знаете, порой наши амбиции, нежелание вовремя остановиться и напыщенность заводят нас в глухой угол, из которого выбраться уже нельзя. Лондон, Великобритания, 1991 год. Крис Юбэнк против Майкла Уотсона. 21 сентября 1991 года состоялся долгожданный для всех фанатов бокса и для самих боксеров матч-реванш, в котором сошлись чемпион мира по версии WBO в среднем весе Крис Юбэнк и претендент на титул Майкл Уотсон. Их противостояние вошло в историю бокса под названием «Адский раунд». Состоявшийся в июне 1991 года их первый бой был невероятно близок к ничьей, но Крис Юбэнк одержал победу решением большинства. Споры привели к тому, что даже некоторые поверили, что Майкл Уотсон фактически переиграл Юбэнка. Этот поединок стал блокбастером для британского бокса, отчасти благодаря харизме и мастерству Юбэнка, а также тому, что Уотсон был опытным бойцом, который при желании мог бы завоевать титул. Появилась возможность снова заработать, и на сентябрь 1991 года был назначен бой за вакантный пояс WBO в суперсреднем весе. Второй бой по зрелищности и накалу не уступал первому. Оба бойца с первых же секунд ринулись в бой, нанося чрезвычайно жесткие удары друг другу. На протяжении 10 раундов бойцы показывали безжалостную скорость и бокс высочайшего класса. Уотсон работал первым номером, а Юбэнк сосредотачивался на ответных комбинациях. Но в 11-м раунде случилось то, за что мы с вами любим бокс – это за его зрелищность. Сработав грамотно в ответ, Майкл выбросил великолепную комбинацию точно в подбородок Юбэнка. Нокдаун. Публика была в восторге, но тут произошло то, что перевернуло навсегда жизнь Уотсону. Юбэнк поднялся, пришел в себя, рефери вскрикнул бой, и в ту же секунду Крис встретил идущего на него Уотсона жесточайшим апперкотом точно в челюсть. Майкл тотчас рухнул на настил, в результате чего ударился затылком о канаты. Уотсон с трудом поднялся, но через несколько секунд прозвучал гонг. Хотя Майкл смог восстановиться и перейти к финальному раунду, бой все же был остановлен после затяжной атаки Юбэнка. Дойдя до угла, Уотсон потерял сознание и долго не мог прийти в себя. Что самое удивительное, что в тот момент медперсонала под рукой не оказалось. А когда наконец прибыли дежурные врачи, прошло уже 8 минут.
Всего прошло 28 минут, прежде чем ему окажут медицинскую помощь в больнице. После этого боя Майкл Уотсон находился в коме 40 дней и перенес 6 внутричерепных операций. Уотсону повезло, он остался жив, но левая часть его тела осталась парализована. Боксер потратил много лет на восстановление, учился заново говорить, ходить, жить вне спорта. И пусть ему так не удалось выиграть пояс, но в битве за жизнь он одержал победу. Спустя 12 лет после трагедии Майкл Уотсон принял участие в забеге на длинную дистанцию в 42 километра, а в 2012 стал факелоносцем огня Паралимпийских игр. Самым большим триумфом в моей карьере была вторая победа над Уотсоном, потому что я не мог побить. Нокдаун пробудил во мне что-то сверхъестественное, хотя никаких сил уже не осталось. И все потому, что той ночью я был разбит в каждой минуте каждого раунда этим сверхчеловеком. Лондон, Великобритания, 2016 год. Крис Юбенк-младший против Ника Блэквелла. Спустя 25 лет после жуткой трагедии в Тоттенхэме, сын Криса Юбенка вышел на ринг против Ника Блэквелла и повторил печальный факт из биографии своего отца. Это был зрелищный конкурентный бой между двумя местными боксерами. Между чемпионом стран британского содружества в среднем весе Ником Блэквеллом и временным чемпионом мира в среднем весе по версии WBA Крисом Юбенком-младшим. Раунд за раундом преимущество переходило к Юбенку-младшему, который впечатлял своим подавляющим преимуществом, что в итоге и принесло ему досрочную победу в 10-м раунде. Но для Ника это стало ужасной трагедией. Бой был остановлен из-за сильного отека под глазом у Блэквелла. Как и сам Уотсон, Блэквелл потерял сознание прямо в ринге. Боксера немедленно доставили в больницу, где ввели медикаментозную кому, обнаружив кровоизлияние. Но благо в этот раз все обошлось, но о продолжении карьеры не могло идти речи. Лондон, Великобритания, 1995 год. Найджел Бенн против Джеральда Маклеллана. Этот бой называют самым жестким в истории. Он довел боксеров до инвалидности и попытки суицида. 25 февраля 1995 года состоялся один из самых жестких поединков в истории мирового бокса. Этот поединок вызвал настолько широкий общественный резонанс, что в Великобритании поступали предложения о запрете бокса. За титул чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBC сражались британец Найджел Бенн и американец Джеральд Маклеллан. Боксеры дрались в прямом смысле слова насмерть. Американец едва не погиб на ринге, а британец получил тяжелую психологическую травму и пытался покончить с собой. Газеты прозвали этот матч боем десятилетия. Но одно мы точно знаем, он не продлился все 12 раундов. Маклеллан не видел иных вариантов исхода боя, кроме как жестко нокаутировать соперника, и спустя всего лишь 35 секунд первого раунда он выбросил Найджела за канаты ринга. Бенн был одним из тех боксеров, который не будет просто лежать и жалеть себя. Он вскочил обратно на ноги и продолжил драться лицом к лицу с американским боксером. Их бой становился все более непредсказуемым. Бенн пытался отвоевать контроль, а Маклеллан, будучи настоящим воином, отбивался от этих попыток и в 8-м раунде снова отправил Найджела в нокдаун. Бенн из последних сил беспорядочно пытался атаковать Джеральда, и такие неосторожные действия привели к жестокому столкновению головами. Кто-то считает, что это стало решающим фактором в этом поединке, но точно этого мы никогда не узнаем. Ближе к концу боя стало заметно, что с Маклелланом что-то не так. Он странно держал капу и часто моргал. А в 10-м раунде он дважды садился на колено. После второго раза он не встал на счет 10 и бой остановили. Маклеллан пошел в свой угол и потерял сознание, его унесли на носилках. А по пути в раздевалку потерял сознание и Бенн. То, что поначалу выглядело как преждевременная остановка боя, быстро оказалось тяжелейшей травмой. У Маклеллана случилось кровоизлияние в мозг. 2 недели он провел в коме, но поправиться ему так не удалось. Он был парализован, полностью ослеп и практически полностью оглох.
Бой с Маклелланом стал главным моментом в моей карьере, и я находился на вершине, когда рефери сделал отмашку о конце боя, но при этом я был опустошен. Мои последующие бои против Шугарбоя Малинги и Стива Коллинза были за большие деньги, но я уже не оставался прежним после боя против Маклеллана.